Добрый день, приветствую вас на прямом эфире. Мы проводим прямой эфир на YouTube. В этом эфире мы рассмотрим видео с Робертом Грином, выступление Роберта Грина at Google Talks. Здесь, на этой платформе от Google Talks, многие известные авторы проводят свои выступления. Мы же рассмотрим выступление именно Роберта Грина. Возможно, вы уже знаете его книги «48 законов власти», «Мастерство», «33 стратегии войны», «Искусство обольщения», «Соблазнения». Здесь его выступление посвящено его книге «Законы человеческой природы». Роберт делает это выступление, проводит после перенесшего инфаркта, у него был сердечный приступ, поэтому он с трудом говорит, но тем не менее для нас это прекрасная возможность услышать человека, то есть слова которого мы читали в книгах, те его мысли, как он выражал. Здесь у нас прекрасная возможность увидеть и услышать именно те реализованные мысли, не просто теоретические мысли, то есть услышать английский, смоделироваться с того автора, с того человека, который действительно глубоко, широко мыслит. И для нас это прекрасная возможность получить именно хороший академический английский. Выступление на 1:23 достаточно большое, поэтому приготовьтесь. Эфир, возможно, будет длинный, потому что, как вы знаете, что даже для того, чтобы перевести несколько минут, уходит тех же 40 минут, да, разжевывания. Поэтому будем двигаться по выведенным субтитрам. У нас как бы чтение. Мы ориентируемся на субтитры как чтение, на незнакомые слова. Будем слушать выступление и, надеюсь, охватим большой кусок. Да, ссылку я оставлю на этот видео, найти его просто Роберт от Google Talks. Хорошо, давайте приступим, послушаем именно выступление и как он будет раскрывать содержимое, основные положения книги. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming. Спасибо большое, что вы пришли. For coming. I've been a big fan of Google since way back since the late 90s. Я был a big fan of Google, большим поклонником Google, since way back. Way back, since way back, это если посмотреть обратно, да, то есть начиная since late 90s, начиная с поздних 90-х. I even wrote a blog post many years ago comparing Google to the warfare of Napoleon Bonaparte and Sun Tzu. Я даже написал блог-пост на блоге своем many years ago, много лет назад, comparing, сравнивая Google to the warfare. Warfare — это приемы ведения войны, борьба, то есть искусство войны Наполеона Бонапарта и Сан Цзу. So I've been a big fan for years, and it's always been a great honor for me to talk at Google. So I've been a big fan for years. Я был большим поклонником, big fan for years, на протяжении этих лет, для годов, дословно, да. And it's always been a great honor for me. Это всегда была большая честь для меня to talk Google. To talk Google — это выступать на этой конференции Talks at Google, потому что у него есть еще одна, много лет назад он уже проводил конференцию at Google, а эта его конференция была его посвящена последней книге. Продолжаем. It's always been a great honor for me to talk at Google. This is my third Google talk. This is my third Google talk. Это мое третье выступление, talk, да, выступление, третье уже. So thank you very much for this opportunity. I really appreciate it. Как видите, на выступлении у нас есть хорошая возможность, то есть, как правило, речь подается такими кусками, да, и мы можем, вот видите, он говорит, он выражение, эту фразу сказал, и мы ее уловили, проработали и движемся вот так вот поэтапно, да, хорошо. So thank you very much for this opportunity. Итак, спасибо вам большое за эту возможность, возможность. I really appreciate it. Я действительно ценю это. Видите, уже хорошие выражения, которые используются, таких при официальных встречах.
Now, today I'm going to be taking all of you inside my latest book, The Laws of Human Nature. Now, today, итак, сегодня, I'm going to be taking all of you. Я собираюсь взять всех вас inside, внутрь my latest book, моей последней книги. Latest, последняя, выпущена, да, изданная книга, которую он написал, The Laws of Human Nature, законы человеческой природы. Because I believe it has the potential to change your life, to actually change how you look at the world. Because I believe, потому что я верю, it has the potential, это имеет потенциал изменить вашу жизнь, to change your life, to actually change, в действительности изменить how you look at the world, как вы смотрите на мир. But I want to begin by telling you a story that I relate in this book. But I wanna begin, но я хочу начать. Субтитры показывают письменную форму, да, в разговорной форме обычно говорится wanna. Субтитры показывают письменную форму want to. I wanna begin, я хочу начать by telling, тем, чтобы рассказать вам, рассказывая вам историю, a story that I relate in this book, которую я которая relate in this book, которая relate, это значит иметь отношение, но как он здесь говорит, I relate this in this book, то есть я ее увязываю к этой книге, да, которая имеет отношение, да, то есть которая в этой книге, то есть имеющая отношение и к этой книге, и которая есть в этой книге же. То есть если вы читали эту книгу, сейчас вы услышите эту историю. And the story concerns a man named John Blunt, a prominent English businessman in the early 18th century. And the story concerns, и история касается, concerns, ну, concern это беспокойность, но здесь имеет отношение, то есть она касается человека, называемого, да, named John Blunt, a prominent, выдающийся, да, известный, видный английский бизнесмен в начале 18 столетия. Now, Mr. Blunt was a leading director of an enterprise called the South Sea Company. Итак, now, Mr. Blunt was a leading director. Он был ведущим директором, leading директором of an enterprise. Enterprise – это значит предприятие, да, начинание. Предприятие called, называемое the South Sea Company, и Южная морская компания. And basically, at this time, the English government had massive debts, more than any other country in history. And basically, и в общем в целом, в основном at this time, в то время, the English government, английское правительство, had massive debts, долги, оно имело колоссальные, огромные долги, more than in any other country in history, более чем more than any other country, любая другая страна в истории. From financing all the wars they had been fighting. From financing all the wars, от финансирования all the wars, финансирование всех войн, которые они вели, had been fighting, которые они сражались, боролись, то есть которые они проводили, вели те войны. It's basically valued at around 31 million pounds, which was enormous. It basically valued, это в целом оценивалось at around 31 million pounds, приблизительно 31 миллион фунтов, which was enormous, что было колоссально, огромно, enormous. And the South Sea Company basically managed this debt in exchange for having a monopoly on all trade in South America. And the South Sea Company, и эта Южная морская компания, basically managed, то есть она взяла под управление this debt, этот долг, in exchange, в обмен for having a monopoly, в обмен на то, чтобы иметь монополию in all trade in South America, чтобы иметь монополию по всей торговле в Южной Америке. But John Blunt,
He came from the lower classes, and he was an extremely ambitious man. His motto in life was think big. Но, but John Blunt, он вышел, он был выходцем, происходил из низших классов социальных, from the lower classes, and he was an extremely ambitious man. Он был чрезвычайно, extremely ambitious man, амбициозным человеком. His motto, его лозунг был в жизни, in life, was think big, думай по-большому, да, широко. And so, in 1719, he came up with an idea for a business idea that was worthy of this motto and that would earn him everlasting fame. Итак, and so, in 1790, в 1719, he came up with an idea. He came up, то есть к нему пришла идея, for a business idea, то есть, или он пришел, да, то есть выступил с такой идеей, с бизнес-идеей, that was worthy, которая была стоящей of this motto, которая была стоящей его, этого лозунга, think big, думай широко, по-большому, да. And that would earn him, и это бы заработало, принесло бы ему everlasting fame, everlasting, вечно продолжающуюся, да, постоянно продолжающуюся, вечную славу, fame. The idea was that the South Sea Company would completely take over this $31 million. They would pay the government some money for that right. The idea was, то есть идея была в том, that the South Sea Company, что Южная морская компания would completely take over, полностью бы приняла на себя, да, take over, this 31 million, то есть они полностью бы взяли бы на себя эти долговые обязательства 31 миллиона. They would pay, они бы платили правительству, the government, with some money for that right, то есть они за это право, то есть они бы выкупили эти долги, да, право распоряжаться этими долгами, and would pay the government with some money for that right, и они бы платили правительству какие-то количество денег за это право. And what they would do is they would take this money and they would privatize it and they would turn it into a commodity. And what they would do, и что бы они сделали, то есть что они собирались сделать, они бы взяли, they would take this money, они бы взяли эти деньги, and they would privatize it, и они бы приватизировали их, and they would turn it into a commodity, и они бы это обратили бы в товар. And they would share shares of this debt to the public. 100 pounds equaling one share in the South Sea Company. И они бы, and they would share sales of the debt, и они бы разделили ячейки, да, вот эти, как этот долг разделенный на ячейки, они бы разделили ячейки этого долга, shares of this debt, да, to the public, к общественности, 100 фунтов, equivalent, то есть равнозначно одной акции доли в Южной морской компании. And the idea was that if they turned a nice profit, they would be able to pay down the English enormous debts. И идея была в том, and the idea was that, была в том, if they turned a nice profit, если бы они приобрели turned, это значит оборачиваться, да, если повернулось так, чтобы они получили nice profit, хорошую прибыль, they would be able to pay down, они были бы способными выплатить the English enormous debts, английские колоссальные долги. They would be able to make a nice profit for themselves. They would be able, они были бы способны to make a nice profit for themselves, то есть сделать хорошую прибыль для самих себя. And they would take some of that money and pay very nice dividends to people who invested in it. And they would take some of that money, и они бы взяли некоторые из этих денег and pay very nice dividends to the people who invested in it. И они бы выплатили хорошие дивиденды людям, которые инвестировали в этом. То есть они сделали акции, попродавали их людям. Схема такая, пирамиды. So it seems... Так, идем дальше. And pay very nice dividends to people who invested in it.
So it seemed like a win-win. How could this lose? So it seemed, это казалось, like a win-win, как будто выигрыш-выигрыш, что каждый выигрывает. How could this lose? Как это могло быть? Как это могло проиграть? Да? And so they initiated this in about May of 1719, and it took off. People didn't really understand it, but they thought it was an amazing idea. And so they initiated this in about May of 1719. Итак, они инициировали, то есть начали это приблизительно в мае 1719, and it took off, и это началось. People didn't really understand it. Люди по-настоящему еще не понимали это. But they thought it was an amazing idea. Но они подумали, что это была хорошая идея. But they thought it was an amazing idea. It was their patriotic duty to invest in this. And quickly the share prices rose. Within a month to £200 a share. And it was, и это была their patriotic duty, их патриотическая обязанность, долг, duty, to invest in this, инвестировать в это, ну, это же английские долги. And quickly и быстро the share prices rose, выросли, и быстро эти акции, долевые акции выросли within a month, в течение месяца до 200 фунтов за акцию. Within 2 months to £300 a share, то есть, а в течение 2 месяцев до 300 фунтов за акцию. Within 2 months to £300 a share. The King of England, King George I, plopped down £100,000 of his own money into the scheme. И король Англии, the King of England, King George I, то есть король Георг I, plopped, шлепнулся, то есть он отстегнул, да, down 100 тысяч фунтов своих собственных денег в эту схему, подал такой пример своим подданным. People were going crazy. Servants and maids were taking their life savings and investing it and cashing out and making a fortune. People were going crazy. Люди сходили с ума. Слуги, servants, слуги, and maids, и прислуга, да, горничные, то есть слуги и прислуга, такое разделение, were taking their life savings, они брали свои жизненные сбережения и инвестировали это, and investing it, and cashing out, and making a fortune, and cashing out, они инвестировали и снимали наличку, то есть акции вырастали в цене, одни обналичивали, да, то есть вчера акция стоила рубль, они купили, завтра она стоит 2, они обналичили, у них уже 2 рубля. Вот, и making a fortune, то есть делая такой успех, то есть это имело колоссальный успех. Investing it and cashing out and making a fortune. One day this woman, who was an aristocrat, very wealthy, was in the theater and she... One day this woman, одним днем эта женщина, однажды, да, эта женщина, то есть некая женщина, who was an aristocrat, которая была аристократкой и very wealthy, очень богатая, was in a theater, была в театре. was in the theater and she looked up and she saw her former maid occupying a seat, a balcony, a box in the theater that was much more lavish and expensive than her own. And she looked up, она была в театре, она посмотрела вверх, and she saw, и она увидела her former maid, ее предыдущую, то есть ее слугу в прошлом, да, occupy a seat, которая occupy, то есть она, которая занимала место на балконе, a box in the theater, то есть этот отдел в театре, that was, который был much more lavish, который был гораздо более lavish, это значит шикарный, да, щедрый, ну, это расточительный, то есть гораздо более шикарный, дорогой, and expensive, дорогой than her own, чем ее собственный, то есть она, то есть аристократка, богатая аристократка увидела ее слугу, которая сидела в ложе гораздо более дорогом, чем ее собственном, что люди повкладывали свои сбережения в эту пирамиду и быстро обогащались, что даже бедные становились очень быстро богатыми. It was like things were going upside down. People were going crazy. It was like things were going upside down. Это было как будто
вещи were going, они происходили upside down, то есть как будто вверх, у нас вверх тормашками мы говорим, а у них что верхней стороной вниз, ну то есть вверх ногами, да, а у них верхом вниз. People were going crazy, то есть люди сходили с ума, то есть происходило такое. It was like things were going upside down, people were going crazy. But about 6 months into the scheme, or 7 months into the scheme, Mr. Blunt started getting an uneasy feeling. But about 6 months into the scheme, но приблизительно после 6 месяцев этой схемы или 7 месяцев into the scheme, то есть в этой схеме Mr. Blunt started getting an uneasy feeling, то есть он стал получать getting uneasy, это значит чувство беспокойства, беспокойное ощущение, то есть к нему начало приходить, то есть он начал беспокоиться. Basically, what he was running was a glorified Ponzi scheme. Basically, то есть в целом, what he was running, то, чем он he was running, то есть то предприятие, которое он was running, то есть которое работало под его началом, да, это было was a glorified Ponzi scheme, то есть это была известная схема Понзи, финансовая схема пирамиды. The money that people were investing in the South Sea Company, he was actually sending back to them in the form of dividends to entice more and more investors. The money, деньги that people were investing in the South Sea Company, деньги, которые люди были инвестирующими в Южную морскую компанию, he was actually sending back to them in the form of dividends. Он в действительности был посылающим обратно их в форме, обратно к ним, то есть к людям, к инвесторам, в форме дивидендов to entice, чтобы соблазнить, заманить больше и больше инвесторов. То есть поясню, что такое тут за пирамида действовала, как получается, что собирались с людей деньги под этой схемой, и вместо действительной какой-то торговой активности деньги, то есть собирались деньги с людей, эти же деньги в качестве дивидендов раздавались обратно людям, и тем больше и больше пирамида вырастала, но никакой фактической торговой деятельности и настоящих дивидендов не было. То есть просто вращались те же самые деньги, мыльный пузырь такой рос. In the form of dividends to entice more and more investors. But if at some point people panicked and stopped buying shares, the whole thing would collapse. But at some point, но в некотором моменте, да, в некой точке, people panicked. Люди запаниковали and stopped buying shares и прекратили покупать акции, доли. The whole thing would collapse. Целая вещь, она бы рухнула. То есть, что те создатели, те ощущения тревожности, которые начали его посещать, что он понимал, что эта пирамида рухнет. Поэтому он говорит, что от некоторой точки люди начнут паниковать, прекратят покупать, и все это рухнет. So he had to keep trying stoking interest in it and giving people even better and better terms of investing in it. So he had to keep trying stoking interest in it. Итак, ему, so he had, он должен был поддерживать, keep trying, продолжать, пытаться поддерживать stoking interest, stoking, то есть не как чулки, то есть поддерживать, накапливать этот интерес в этом, and giving people even better and better terms of investing in it, то есть он еще больше и больше эти дивиденды увеличивал, то есть и прибыли, ложные прибыли он увеличивал, то есть он вместо того, чтобы как-то разрешить этот вопрос, он наоборот все дальше и дальше усугублял это положение. But finally, the panic that he worried about occurred in September of 1720, and the whole thing collapsed in the most spectacular fashion. But finally, но окончательно, в конце концов, the panic that he worried about, та паника, о которой он беспокоился, occurred, случилась in September of 1720, в сентябре
1720-го. And the whole thing, и вся эта вещь, вся эта пирамида collapsed, рухнула in the most spectacular fashion, в наиболее захватывающей, эффективной манере, да, fashion. Thousands of English people lost their life savings. Thousands, тысячи of English people, тысячи английских людей потеряли, lost their life savings, ихние жизненные сбережения. Hundreds of people committed suicide, including Mr. Blunt's nephew. Hundreds, сотни людей, hundreds of people committed suicide, совершили самоубийство, including Mr. Blunt's nephew, включая племянника мистера Бланта. It's estimated that it took the English government over a century to recover from this debacle. It's estimated, это оценивалось, that it took, что это взяло, то есть это понадобилось английскому правительству over a century, больше столетия to recover, чтобы восстановиться from this debacle. Debacle этого разгрома. And this was the everlasting fame that ironically John Blunt earned as the initiator of the infamous South Sea Bubble. And this, и это было, was the everlasting fame, вечная слава, that ironically, которую иронично мистер Блант earned, заработал, as the initiator, как тот, кто инициатор, основоположник, да, of this infamous, печальный, известный, да, South, позорный, бесчестный, infamous, South Sea Bubble, пузырь. Ну, пузырь, который, как пирамида, да, они говорят, пузырь здесь. Now, many famous Englishmen had invested in this, including writers, architects, politicians, etc. Now, итак, many think famous Englishmen, многие думающие, известные английские люди had invested in this, они инвестировали в это, включая писателей, архитекторов, политиков, etc. и так далее. But none more famous than the great Sir Isaac Newton, the greatest scientist of his age and one of the But none more famous, но никто более известный, чем, то есть, but none more famous, но никто не более известный, чем, то есть, наиболее из этих всех людей, которые инвестировал, это был наиболее известным был the great, великий Sir Isaac Newton, знаменитый Исаак Ньютон, the greatest scientist of his age, величайший ученый его эпохи, and one of the most brilliant men that ever lived, и один наиболее brilliant man, это значит одаренный, блестящий, сверкающий, выдающийся человек, когда-либо живущий, да? Newton, the greatest scientist of his age and one of the most brilliant men that ever lived. When the scheme started, he took his own life-saving £7,000 and he put it in to the South Sea Company. When the scheme started, когда схема стартовала, началась, he took his own life savings, он взял его собственные жизненные сбережения, 7000 фунтов, and he put it, и он поместил это into the South Sea Company, в эту южную морскую компанию. And he watched as it quickly doubled and then trebled to nearly £20,000. And he watched, и он наблюдал, as it quickly doubled, как это быстро удвоилось и даже утроилось, trebled, to nearly, почти к 20 000 фунтов. Mr. Newton realized that what goes up could easily go down. Mr. Newton realized, мистер Ньютон осознавал, that what goes up, что то, что идет вверх, could easily go down, может также с легкостью, простотой пойти вниз. So he cashed out and he collected his £20,000. So he cashed out, и так он обналичил, cashed out, and he collected, и он забрал свои 20 000 фунтов. But in August of 1720, as Blunt was giving out these incredibly favorable terms,
and Isaac Newton saw that other people had made much more money than his 20,000 pounds. Но в августе, but in August of 1720, 1720, as Blunt was given out, когда Блант был выдающим this incredibly favorable terms, эти невероятно favorable, благоприятные условия, and Isaac Newton saw, и Исаак Ньютон видел that other people had much money, что другие люди имели гораздо больше денег, чем его 20 тысяч фунтов. He decided he was going to take that money and reinvest all of it in the South Sea Company. Он решил, he was going to take that money, что он собирается взять эти деньги и инвестировать повторно all of it, все это в Южную морскую компанию. And he lost his entire savings a month later in the crash. И он потерял his entire savings, все его entire, полностью все сбережения, a month later, месяцем спустя, позже месяцем, да, то есть месяц спустя in the crash в этом крушении, да, то есть когда эта пирамида рухнула. And here was a man in his 70s at this point who was reduced to near poverty. And here was a man, и здесь был человек. То есть он говорит так об Исааке Ньютоне, что это был человек в его in his 70s, в его 70-х at this point, то есть в этой точке, в том периоде времени, ему было 70 лет, who was reduced, который был уменьшен, да, reduced, уменьшен, понижен to near poverty, практически к нищете, что poverty – нищета, бедность, to near poverty, что близко к нищете. And in the aftermath of this horrible event in his life, he had a quote that I am particularly attracted to. And in the aftermath of this horrible event, и впоследствии этого ужасного события in his life, его жизни, he had a quote, он имел цитату, выражение that I am particularly attracted to, которое я особенным образом привлечен, да, то есть которое особенно привлекательно для меня. He said, quote, I can calculate the motions of heavenly bodies, but I cannot understand the madness of men, end quote. He said, он сказал, quote, цитата, I can calculate, я могу рассчитать the motions of heavenly bodies, я могу рассчитать движение небесных тел, but I cannot understand, но я не могу понять the madness of men, но я не могу понять сумасшествие людей, end quote, конец цитаты. Here was this great genius who could understand the laws of gravity, what the motions of planets, and all sorts of other things. Here was this great genius. Здесь был великий гений, who could understand, который мог понимать the laws of gravity, законы гравитации, the motions of planets, движение планет, and all sorts of other things, и всякого рода другие вещи. But when it came to himself, the closest thing to him, he could not understand himself. But when it came to himself, но когда это подошло к нему самому, то есть когда это коснулось его самого, the closest thing to him, ближайшая вещь к нему, he could not understand himself, он не мог понять самого себя. He couldn't understand the laws that govern human behavior. He couldn't understand, он не мог понять the laws, законы, that govern, которые управляют человеческим поведением, govern human behavior. So now, come like some 300 years later, more to the present time. So now, итак, come some 300 years later, давайте подойдем ближе 300 лет спустя, more to the present time, ближе к настоящему времени. And me, Robert Green, I'm working as a consultant
to many powerful people in all sorts of enterprises. And я, Роберт Грин, I'm working as consultant. Я работаю как консультант to many powerful people. Как консультант для многих могущественных, влиятельных людей in all sorts of enterprise. Во всякого рода предприятиях. Athletes, hip-hop artists, politicians, business people. Атлеты, спортсмены, знаменитые спортсмены, да, в Америке, в Штатах, хип-хоп артиsts, артисты, певцы, хип-хоп, музыканты, politicians, политики, business people, бизнесмены. And they're coming to me, particularly after I wrote the 48 Laws of Power, with their own problems. And they are coming to me, и они приходят ко мне, particularly, в частности, after I wrote the 48 Laws of Power, после того, как я написал 48 законов власти, они приходят ко мне со своими собственными проблемами. And these problems basically revolved around the fact that they couldn't control the people that they were dealing with. They didn't know. And these problems, и эти проблемы basically revolved, они в целом, в основном, да, по факту, revolved, обращались вокруг, around the fact, вокруг того факта, that they couldn't control, что они не могут контролировать the people that they were dealing with, что они не могли контролировать людей, с которыми они имели дело. Сперва, видите, Роберт привел пример с Исааком Ньютоном для того, чтобы показать, что настолько умный, то есть настолько выдающийся интеллектуальный человек, как Исаак Ньютон, не зная законов обращения с людьми, потерпел такой крах, что насколько серьезные последствия. То, насколько важно знать законы небесных, движения небесных тел где-то в небесах, а законы человеческой природы, законы, которые управляют поведением людей, которые окружают нас и напрямую влияют на нас. И вот поэтому он говорит, и вот он работает как консультант с могущественными, влиятельными людьми, и основная их проблема была в том, что они не могут обращаться, контролировать тех людей, с которыми имеют дело. They didn't know how to handle them. Они не знали, как handle. Handle значит дословно с руками, да, что-то делать, обращаться с ними, держать их в руках. There was one man who had partnered with some guy who he thought was rather mild-mannered, and this man was in the process of stealing the company from him. There was one man, здесь был один мужчина, who was partnered with some guy, который имел партнерство, had partnered, то есть сделал партнерство, да, with some guy, с некоторым парнем, who had thought was rather mild-mannered, который, как он думал, был mild-mannered, то есть добропорядочным. And this man, и этот человек, was in the process, он был в процессе of stealing, кражи the company from him, кражи компании у него. Видите, чем выше, то есть насколько высокие ставки в мире политики и бизнеса, поэтому незнание законов человеческой природы, то есть незнание того, мотивов людей, что движет ими, оно имеет такие последствия, что вот как он тут же сразу же приводит пример, что он думал, что человек очень хороший, партнер его, а он, оказывается, был уже в процессе кражи компании у него. Знаешь, такой пустяк, да? There were other people who had made really disastrous hires of lieutenants and other people that were literally destroying their company and destroying their lives. There were other people, здесь были другие люди, who had made really disastrous hires, которые сделали действительно disastrous, гибельные, бедственные, разрушительные hires, наемы людей, работников of lieutenants. Lieutenants это значит заместителей, and other people, других людей, that were literally destroying, которые были буквально разрушающими their company, ихнюю компанию, and destroying their lives, и были разрушающими ихние жизни.
То есть Роберт, он как раз, если вы читали его книги, он именно и говорит зачастую о том, что происходит, о глубинных мотивах, которые движут людьми, и он вскрывает эти механизмы. There was one gentleman who had a board of directors that he lost complete control over. There was one gentleman, здесь был один джентльмен, who had a board, который имел board of directors. Board — это значит собрание, совет директоров, that he lost complete control over, над которым он потерял контроль полностью. There was another person who had started this product line that he was certain was going to succeed, and then it failed miserably. There was another person, здесь был другой человек, who had started this product, который начал product, какой-то продукт, да, производить, product line, то есть линейку продуктов, that he was certain was going to succeed, и что он был уверен, certain, что он собирался преуспеть в этом, and then it failed miserably, и затем эта линейка продуктов, она не удалась miserably, самым жалким образом, да, ужасно не удалась. And he blamed all of his associates for not knowing how to execute these plans. And he blamed, и он blamed all of his associates, и он обвинил всех своих соратников for not knowing, за то, что они не знали how to execute these plans, о том, как выполнить эти планы. I had one famous musician who took all of his investment, all of his savings, and put it in the Bitcoin craze about 4 years ago, and he lost everything in that. I had one famous musician, я имел, то есть у меня был случай, да, с ним. One of famous musician, у меня был один известный музыкант, who took all his investment, который взял все его инвестиции, all of his savings, все его сбережения, and put it in the Bitcoin craze. И он поместил это в сумасшествие, повальное увлечение биткоинами about 4 years ago, приблизительно 4 года назад. He lost everything in that, quite similar to Sir Isaac Newton. And he lost everything in that. И он потерял все в этом, quite similar, вполне схожий с сэром Исааком Ньютоном. And so what all of these people had in common was they were all, like Mr. Newton, very brilliant in their fields. And so, итак, what all of these people had in common, что все эти люди имели общего, in common, в общем, да, то есть что было общего у них. What all these people had in common, то, что общего эти люди имели, то общее, что люди имели, это было they were all, это было то, что они все были like мистер Исаак Ньютон, что они все были как мистер Исаак Ньютон, very brilliant in their fields, что они были очень успешными в ихних областях. They could calculate the movements of global markets, very complicated economic things. They could calculate, они могли рассчитать the movements, движения глобальных рынков, of very complicated economic things, очень сложных экономических вещей. But when it came to the basics of just dealing with people, you would think the most important skill you would have, and in understanding themselves, they were actually quite helpless. But when it came, но когда это дошло to the basics, к основам of just dealing with people, просто о том, как обращение с людьми, you would think, как вы могли бы подумать, the most important skill, что это наиболее важный skill, навык, you would have, который вы предпочли бы иметь, and in understanding themselves, и в том, чтобы понимать самих себя, они были actually quite helpless, они были достаточно беспомощны, то есть в этом они были беспомощны. And in the aftermath of all of these experiences that I was having, rather powerful experiences,
I also thought of myself. And in the aftermath, и впоследствии of all of these experiences, и впоследствии всех этих опытов общения с подобными людьми, ситуациями, that I was having, которые я имел, да, которые переживал, rather powerful experiences, достаточно могущественных, властных, то есть оказывающих воздействие опытов. I also thought of myself. Я также подумал о себе самом. I thought of myself in the sense that I too had had many failures. I too had had problems dealing with people, particularly before I wrote the 48 Laws of Power. I thought of myself. Я также думал о себе самом in the sense that I too had had many failures. То я также имел, то есть у меня было в прошлом множество неудач, failures. I too had problems. У меня также было, я имел множество проблем в обращении с людьми, dealing with people, particularly, в частности, before I wrote, перед тем, как я написал 48 законов власти. Problems that inspired that book. I too had made many mistakes. Problems that inspired that book, которые вдохновили эту книгу. I too had made many mistakes. Я также совершил много ошибок. I had violated law number 1, never outshine the master, and I had been fired for that. I had violated law number 1. Я также нарушил, приступил закон номер 1. Never outshine the master. Никогда не затмевай, в русской версии не затмевай, да. Outshine, это значит не сверкай ярче, чем господин. And I had been fired for that. И я был уволен за это. So I was thinking about my own problems as well. So I was thinking, я был думающим about my own problems, о моих собственных проблемах as well, также. And about 7 years ago, I decided to set out on a quest. And about 7 years ago, и приблизительно 7 лет назад, я решил to set out on a quest. Set out, то есть это расположить, то есть намерился совершить a quest, поиск, исследование совершить. I was going to try to get at the root of all of these problems that these people had and that I had. Я собирался я собирался попытаться добраться к корню, to the root, корню of all these problems, корню всех этих проблем, that these people had, что эти люди имели, and that I had, и что я имел. To sort of, and what I thought that the root of this problem was a basic ignorance or misunderstanding of human nature, of the laws that govern human behavior. And what I thought, и наподобие как what I thought, то, что я думал, как я считал, that the root of this problem, что корень этих проблем корнем этих проблем было the basic ignorance, базисное невежество, неосведомленность, or misunderstanding, либо неправильное понимание of human nature, человеческой природы, of the laws, законов, that govern, которые управляют human behavior, которые управляют человеческим поведением. Much like Sir Isaac Newton was looking at the laws that govern the movement of stars. Much like, как наподобие, как сэр Исаак Ньютон был смотрящим, он наблюдающим за исследующим, здесь значение, исследующим законы, которые управляют движением звезд. I was going to write a book about this subject. Я собирался написать книгу, a book about this subject, об этом предмете, на эту тему. Because startlingly enough, this is a subject that we all need to know, because as a social animal, we spend all of our time dealing with people. You can't. Because startlingly enough, потому что поразительно, потому что достаточно поразительно, that
this is a subject, что этот subject, предмет, объект, да, исследования, that we all need to know, что нам всем необходимо это знать, because as social animal, потому что как социальные животные, we spend all of our time, мы проводим все наше время dealing with people, обращаясь с людьми. Can't succeed in this world. I don't care how technically brilliant you are in your field, how well you are at coding or whatever it is. You can't succeed in this world. Вы не можете преуспеть в этом мире, то есть без этого. I don't care how technically brilliant you are in your field. То есть I don't care, то есть неважно, how technically, насколько технично вы выдающиеся в вашей области, in your field, how well you are at coding, насколько вы хороши в программировании, coding, то есть это же конференция, выступления перед работниками Google, да, перед программистами, которые слушают его там, or whatever it is, или, ну, чтобы это ни было, то есть то, чем вы занимаетесь. If you don't understand people, you're going to neutralize all of your powers. If you don't understand people, если вы не понимаете людей, you are going to neutralize all of your powers. Вы собираетесь нейтрализировать все ваши силы, powers, значит, силу, власть, это энергия, мощь, то есть все, что хорошее, могущественное у вас есть, вы нейтрализуете, ну, это как, оно обесценит, нейтрализует ваши другие преимущества, допустим, способности программирования. То есть он говорит, что это жизненно важно знать подобные законы, управляющие человеческим поведением. And yet nobody was writing a book about this subject. And yet, но все же, nobody was writing a book. Никто не был пишущим a book about this subject. Никто не был пишущим, то есть никто не написал книгу, то есть никто не раскрывал эту тему about this subject. So I determined I was going to be the one to do it. So I determined. Итак, я определенно решительно, то есть я принял решение, да, то есть решительность подобная. I was going to be the one to do it. Я собирался быть тем, to be the one, быть тем единственным, to do it, который сделает это. То есть решительность вот это, determined, то есть I determined, я решил, я буду тем, кто сделает это. And so I started devouring literature on the subject, neuroscience, evolutionary biology, psychology, psychoanalysis. And so, итак, I started devouring, это значит жадно пожирать, поглощать литературу on the subject, на эту тему, по этому предмету. Neuroscience, нейробиологию, evolutionary biology, эволюционную биологию, да, как этология та же. Psychology, психология, psychoanalysis, психоанализ. And in the course of this research, I came upon three kind of discoveries that were very fundamental, that sort of grounded the book that came out of that. And I came upon, то есть я подошел к three kind of discoveries, то есть я обнаружил некого рода три открытия. Которые были very fundamental, которые были очень фундаментальными, основополагающими, коренными, существенными. That sort of grounded, это некоторого рода заложило основу, да, grounded, то есть основание для книги that came out of that, которая вышла из этого. То есть основа книги стала вот эти три открытия. Давайте послушаем их. The first one was, I read that in neuroscience, people estimate that 95% of human behavior is unconscious. The first one was, первым было, I read that, я прочитал, что in the neuroscience, нейробиологии, people estimate, что люди, estimate, то есть приблизительно оценивается that 95%, что 90% человеческого поведения, of human behavior, is unconscious, что оно бессознательно,
ну, значит, подсознательное реагирование человеком, что есть люди не осознают, 95% того, что люди делают, оно не осознается людьми, почему они это делают, как это делают, для чего это. In other words, 95% of what we do never reaches the level of consciousness. In other words, другими словами, 95% of what we do, того, что мы делаем, never reaches, оно никогда не достигает the level of consciousness, оно никогда не достигает уровня сознания. We're not aware of what actually motivates our behavior. We are not aware, мы не осведомлены, мы не осознаем of what, о том, что actually motivates, о том, что действительно мотивирует наше поведение, что движет нами. We're not aware of what actually motivates our behavior. I thought this was rather startling. Я думал, this was rather startling, это было поразительно, да, потрясающе аж. It's as if we possess a stranger inside of ourselves who's governing our behavior. Это как будто, if we possess, как будто мы владеем a stranger, как будто внутри нас незнакомец, stranger, какой-то чужой незнакомец inside of ourselves, who governing our behavior, who is governing, который управляет нашим поведением. Ну, как будто действительно, что совершенно другой человек, что если на 95% вы не осознаете, что вы делаете, что да, здесь может идти речь, как будто это действительно другой человек действует. The second fact I uncovered was that there are many kind of forces that came from our evolution hundreds of thousands and millions of years ago. The second fact, второй факт, I uncovered, который я обнаружил, открыл, было that there are many kinds of forces, что здесь много всякого рода силы, множество всякого рода сил that came, которые произошли from our evolution, от нашей эволюции, hundreds of thousands and millions of years. То есть сотни тысяч и миллионы лет. They're wired into our brains and hundreds of thousands and millions of years ago that are wired into our brains and how we operate. То есть это силы, которые пришли из этих миллионов лет эволюции, that are wired, которые wired это значит связаны, запрограммированы как на уровне рефлексов, да, как проволока, wire это проволока, wired значит привязаны, как схема на плате, она также привязана, что электрические импульсы идут только по тому пути, который предписаны, поэтому как идет речь о программировании, да, этой эволюции. And wired into our brains, которые привязаны, то есть как записаны в наших мозгах, and how we operate, и то, как мы действуем. То есть это те силы, которые действуют, которые имеют корни, именно эволюционные корни. And a lot of these things came about evolutionarily for very adaptive purposes for where we were 500,000 years ago. And a lot of these things, и многое из этих вещей came about evolutionarily. Came about, то есть оно касалось эволюции, да, evolutionarily, то есть касательно эволюционного процесса этого, and for very adaptive purposes, для очень адаптационных намерений, причин, да, purposes, целей, for where we were, для того, там, где мы были 500 тысяч лет назад. But that don't have much purpose for where we are right now in the 21st century. But that don't have, но это не имеет much purpose, то есть much purpose, той цели, того намерения for where we are right now, для того, где мы находимся прямо сейчас, в 21 столетии. These elemental forces that are very primitive, I call human nature. Эти elemental
elemental, это значит стихийные, изначальные силы, forces that are very primitive, которые очень примитивные, первобытные. I'll call human nature, я называю человеческая природа. These are the forces that basically determine a lot of what we do. These are, то есть эти являются силами, это те силы, the forces that basically, которые в общем determine, они определяют a lot, то есть многое из того, what we do, что мы делаем. And so much of this very primitive stuff is actually intersecting us in the 21st century and determining a lot of the problems that we're encountering now. And so much, и очень многое of this very primitive stuff, из этого первобытного материала, is actually intersection. Intersection — это значит, в действительности оно пересекается с нами, то есть воздействует на нас в 21 столетии, and determining, и определяет a lot of the problems, и оно определяет множество, то есть оно порождает множество, то есть проблем, то есть определяет, почему эти проблемы появляются. That we're encountering now, те, с которыми мы имеем дело сейчас, сталкиваемся, encountering. Сталкиваемся, то есть с которыми имеем дело, встречаемся. I'll go into that a little more later. I'll go into that, то есть я пойду в это, то есть я освещу, расскажу об этом a little more later, немножко позже, да. The third thing I discovered is that basically the human brain that all of us possess is remarkably similar, each of us. The third thing, третья вещь I discovered, которую я обнаружил, is that, это в том, что basically в целом the human brain, человеческий мозг, that all of us possesses, который все из нас, которым все из нас обладают, possess, обладать, is remarkably similar, each of us. Он поразительно, remarkably, да, удивительно схожи, each of us, то есть он удивительно схожный у каждого из нас. In other words, there's very little difference between the brain you possess and somebody in some other country who's has a different cultural background. In other words, другими словами, there's very little difference. Здесь очень маленькая разница between the brain, между мозгом you possesses, которым обладаете вы, and somebody, и кто-то in some other country, кто-то в другой стране, who has a different cultural background, который имеет другое культурное background, его происхождение, образование, воспитание. And the reason is that we all evolved from the same origins, the same source, hundreds of thousands of years ago. And the reason is, и хорошо, тут немножко связь подвисла. Все-таки ж прямой эфир. Давайте вот этот третью причину досмотрим. Все-таки да, дослушаем. And the reason is that we all evolved from the same origins. И причина в том, что мы все развились с тех же истоков. The same source, с того же источника. Hundreds of thousands of years, сотнями тысяч лет ago, назад. Well before the spreading out, прежде чем люди распространились, это давайте сейчас мы все-таки это услышим, он скажет. The same source, hundreds of thousands of years ago, well before the spreading out of humans all around the globe. Прежде, well before, гораздо раньше того распространения людей, the spreading out of humans, распространение людей вокруг мира, по всему миру. So the qualities, these forces that I'm talking about here now, about human nature, they are within all of us. So the qualities, что качества, these forces, те силы that I'm talking about here, тех сил, о которых я говорю здесь, and now about human nature, и сейчас как о человеческой природе, they are all, они все within all of us, что они все в пределах, то есть находящиеся внутри нас всех. They are governing all of our behavior. Nobody is accepted from these laws.
They are governing, они управляют всем нашим поведением. Nobody is excepted, то есть никто не исключается, не исключен от этих, не освобожден от этих законов. То есть, что он говорит о таком универсальном принципе поразительном, что не освещается, что эти законы, они образовывались сотнями лет, миллионами лет эволюции, и что они универсальные, что они воздействуют на каждого человека, на каждое живое существо. Хорошо, на этом у нас уже стрим идет около часа, да. Оставайтесь на связи, продолжим в следующий раз.